В широте всей страны делу Ленина верны. Трудящиеся. Обращаюсь сегодня к трудовым массам, занятым в разных областях производства продукции и услуг, в частности, к водителям больших грузов. Мы имеем ситуацию, когда экономическая обстановка в стране не изобилует рабочими местами, и это заставляет нас ехать в поисках работы далеко от дома. Наша дезорганизованность, юридическая безграмотность, боязливость, лень, невежество и равнодушие привели к катастрофической ситуации беспредела со стороны недобросовестных работодателей, что выражается в частичной, полной невыплате заработной платы, различным махинациям, установке непосильных требований и норм. Мы все дальше отдаляемся от социальных отношений. Все возвращается на круги своя. В силу экономических и физических обстоятельств гастарбайтеру сложно отстаивать свои права и интересы. Трудовой мигрант практически бесправен, что используется на полную катушку недобросовестным работодателем. Что же послужило первопричиной того, что по прошествии всего лишь 2-3 десятилетий мы уже стали забывать о социальном равенстве и сомневаться в действенности закона? Основной причиной тому послужило то обстоятельство, что возник глубокий провал в преемственности поколений. Избалованные спокойной жизнью, мы привыкли не вникать в происходящие процессы. Иллюзия справедливого и заботливого главы усугубила ситуацию. Не нашими потом и кровью достались те социальные блага, которые нам казались естественной данностью. Поэтому мы достойно их не оценили, не дали достойную оценку. И в один злополучный момент просто их спустили в унитаз. За бесценок, за ничто. Наши деды и отцы многими трудами и лишениями сделали много для того, чтобы человек труда занял достойное место и значение. Они проводили собрания и не боялись говорить нелицеприятные вещи. Обмельчал человек, потерял истинные ценности. Давайте же будем достойными наших дедов и отцов. Шарашки разного калибра растут, как грибы. Все они похожи друг на друга. Среди них ООО «Транзит». Шарашка, коих сотни, ничем особенным от других не отличается. Но раз уж волею судеб нам пришлось столкнуться с ней, то давайте уж на этом примере разбираться с ситуацией. Лично я, как и многие, пострадал немало от хитрого и несостоятельного руководства этой компании. Всему есть пределы, и мной приняты меры для привлечения к ответственности членов администрации и наведению порядка. С целью выявления более полной картины происходящего и в подтверждение моих слов присоединяйтесь. Все, кто пострадал от действий и бездействия членов администрации, должностных лиц и руководства ООО «Транзит». Не идите на сделку с совестью, потом будете жалеть. Я не обращаюсь к прикормленным провокаторам. Пусть их судит совесть, которой у них нет. Помните,
Пока мы не научимся требовать, отстаивать свои права и интересы, нашей участью будет лишь бегать и искать, где лучше. Помните, профсоюз – это не ругательное слово. Профсоюзы закреплены в законодательстве как организации работников для законной защиты своих прав и интересов. Каждое обращение будет рассмотрено персонально. Мы вас не оставим. Профсоюзы нужны нам, как воздух. За профсоюзами будущее.